От Янгона до озера Инле можно добраться часа за 3. 40 минут на самолете над Шанским горным плато. Внизу прямоугольники крестьянских полей, возвышенности, кое-где участки леса. Посадка в городке Таунджи и далее на рейсовом автобусе до поселка Ньяушве. Он стоит уже на озере. Свободных лодок на пристани в избытке. Инле с бирманского переводится как «маленькое озеро». Расположено оно на высоте 900 метров над уровнем моря. Размеры его 20 на 6,5 километра. Глубина колеблется от 3 метров в сухой сезон до 5 в сезон дождей. Когда и почему люди поселились на озере – вопрос, на который точно ответа пока нет. Скорее всего, произошло это в XI веке. Некая группа бирманцев была вынуждена перебраться с суши на воду, чтобы обезопасить себя от набегов воинственных шанских племен. Жители Инле называют себя Инта, что значит «сыновья озера». Они строят на забитых в дно сваях бамбуковые хижины с тростниковыми крышами и плавают на быстроходных лодках-сампанах. Первое, что поражает на Инле, это необычный способ гребли, практикуемый местными жителями. Инта не сидят на веслах, они стоят на носу сампана и, обвив ногой весло, с удивительной ловкостью им орудуют. Такая ножная гребля удобна тем, что одна рука остается свободной, и ею можно на ходу управляться с рыбацкими снастями. Ловля рыбы – одно из главных занятий Инта. Дальше мы катались по деревням Инле, посещая при этом мастерские. Мастерские рассказывают о быте жителей Инта, о том, как они приспособились к жизни на воде, посещение их бесплатно. Естественно, при мастерских есть магазины с сувенирами, избежать посещения не удается, катаясь по деревням озера. Ткацкая мастерская, здесь ткут шелк из лотоса. Интересно, что они добывают шелковую нить из побегов этого растения. Когда мы приехали, девочки весело болтали и бездельничали, но как только завидели туристов, сразу же сели за станки. Процесс получения шелковой нити интересный, но трудоемкий, поэтому шелковые изделия из лотоса довольно дорогие. Они очки потом не носят? Здорово. Помаши ручкой. Кузница. Тут куют металлические изделия, рыбацкие ножи, ножницы, тесаки, рыболовные снасти и прочее. Опять же показан весь процесс, все делают вручную. В кузнице даже работают женщины. Мы приобрели здесь
очень красивый резной нож, о котором я вам расскажу отдельно. Табачная фабрика. Здесь мы закупились. $2 за пачку из 50 сигар. Сторговали 3 пачки по 50 штук за $5. Обменяли денег. Нас напоили чаем и чипсами и дали еще десяток сигар в подарок. Все делается опять же вручную и подростками. Когда мы зашли в мастерскую, увидели явно дети. На вопрос, сколько лет этой девочке, наша гид Амаси ответила 16 и, видя наш изумленный вид, пояснила: для нас это нормально, ничего противозаконного. Все необходимое для сигар местное. Табак выращивают под Мандалаем и заворачивают его листья какого-то дерева, произрастающего в горах вокруг Инле. 4 Piriri chest, kusha. Очень устаешь сильно. Быстро они так Да. руками шевеля. Наша гид Амаси заводила нас в разные деревни, но больше всего нам запомнились две. Одну мы прозвали Бирманской Венецией. Дома здесь были многоэтажные, хорошо покрашены и со спутниковыми антеннами. Вполне возможно, что какие-то из них были под туристов, но общее впечатление производила именно Венеция. А вот вторая деревня была попроще, но намного красивее и душевнее. Мы прозвали ее Рыбацкой. Домики здесь были небольшие, одноэтажные. Вода была черно-черной, прозрачной и спокойной, такой, что было видно дно озера, а дома и деревья зеркально отражались в озере. Тут же мылись, стирались и куда-то плыли и рыбачили местные. Тут же паслись свиньи, тут же охраняли свои водные владения собаки. И везде пагоды, пагоды и даже целые монастыри. Путешествие первого дня заканчивалось, и мы подплывали к нашему отелю, который тоже, естественно, был на воде.
жилетку надо снять.